Приветствую, друзья, на канале Алекс Титанов. Сегодня у нас велопокатуха небольшая, часа на 2-2,5, потому как мне надо в 3 часа идти пить кофе. Я обожаю ходить пить кофе. Сори. Итак, что нас ждет в этом велотуре? Не переключайтесь, смотрите до конца. А вас ждет ничего. Ничего. Нуль. Прокатимся, поболтаем. Я, кстати, в новой куртке. Я закрыл сейчас полностью гештальт с велообувью и с велокуртками. Пришла мне вчера очередная велокуртка. Купил на Bike Discount. Стоило около 90 евро, не помню точно. Вообще супер-мега-пупер куртка. И в первую очередь именно дизайном. Вот эти звезды на локтях, надпись на спине. Вообще смотрится офигенно. Температура сейчас около 0. Чувствую в ней себя комфортно, прекрасно. Отлично. До 0. Легкий морозец. Можно в ней ездить на изи. И эти велоштаны просто бомбические. Я в них приехал, мне еще в одной паре штанов было жарко. Я еще чуть упрел. Мне кажется, ли мои видео можно уже на мемы растягивать? Жалко, их никто не видит. Мне кажется, это просто кладезь мемов. Чистый дебилизм. А это всегда чистый позитив. Чем глупее и тупее, тем смешнее. Вот наш девиз, друзья. Итак, штаны. Вчера одел на покатуху 2 пары штанов, под низ тонкие. Пришлось тонкие на улице прямо раздеваться на скамейке до трусов и снимать их. Тонкие штаны. Оставлять только эти. Прямо доволен я. Хорошо, что меня никто не спрашивает, что за штаны такие? Покажи, дай линк, где купил, почем. А то мне пришлось бы лезть куда-то, искать, где их там купил. Я их, по-моему, в Амазоне купил. Вот так. Меньше вопросов, больше свободного времени у меня. Красота. Я могу ездить, сам с собой болтать. Это ли не парадиз? Шипами по контактным педалям. Тоже интересная история. Пока что я настроил, прикрутил шипы на шуях. Шуи — это туфли, ботинки, это все посередине. Хотя их надо прикручивать в зависимости от твоих анатомических особенностей. А они есть, особенно когда тебе лет по сраку, они есть точно. То есть я точно знаю, что у меня разные длины ноги, сами ноги, и разные длины фьюса, то есть стопа правая и левая отличаются. Потому что я даже, во-первых, сейчас, когда я начал в контактах ездить, собачка, успокойся, у меня я стал чувствовать поясницу в одну сторону, как будто клинит. Подклинивает, я бы сказал, вот так. Хотя было такое на работе. Я только сейчас-то связался с велосипедом. У меня ни с того ни с сего, как схватила поясницу. Ну, не так, что как типично, а как-то вот, как будто сбоку заклинило.
И сейчас вот я после вчерашней покатухи тоже домой приехал и такой сбоку позвоночника внизу на пояснице подклинивает. И это явно последствия езды в контактах. И я практически не могу сейчас ездить без рук на этом велосипеде, потому что меня заваливает на левую сторону, и явно левой ногой больше, сильнее прикладываю усилия, чем правой, или что-то в этом роде. Потому что на МТБ я ездил без рук свободно. Там ноги ставишь, как тебе они автоматически ставятся под твоей, в зависимости от твоей физиологии. А тут они в жестком креплении, зафиксированы на педалях. И все, я без рук заваливаюсь. В общем, я еще буду ездить, смотрел видео, как их настраивать. Короче, надо мерять длину стоп. Но это все тоже не особо поможет, потому что я точно знаю, что у меня еще и позвоночник искривлен. Но хотя бы длину стоп надо. Пока что шипы выставил ровно посередине. Будем посмотреть. Больше снять натурных видео без моей болтовни, потому что у меня уже скопилось материала на встраивание в свои видео. Там тренировки, распаковки, компакт-диски, отдельные видео с ними делать нет смысла и не хочется. Просто буду ставить, как и делал, вставлять покатушечные видео. А для этого надо меньше болтать и просто побольше снимать без моей болтовни видео. Что я сейчас и сделаю. Погнали! Малина. Котяра лежит на асфальте, кувыркается, лошадки пасутся. Привет, лошадки. Ну что ты рыжий? Такой кадр меня испортил. Алло, Анатоль. Лошадки. Самый четкий местяк в моей округе. Такие идеально ровные поля и горка вниз. Давайте же. Ветер встречный, не получится разогнаться нормально. Обалдеть, ветер. Я не могу с горки быстро ехать. Скорость на гревеле. Вчера проехал полтинник, 19,5 км в час средняя скорость. Конечно, ветрено, холодно. Ездил я какими-то проселочными дорогами, в одну сторону ехал. Вот мне интересно вообще пересесть на мой
Hardtail завтра и сравнить скорость. Мне кажется, это одна и та же скорость. Ну, может, на километр меньше на Hardtail. Но если там на нем попроще, мне кажется, накат у него поприкольнее. Не знаю, мне нравятся 29-е колеса. 28-е какие-то мелковат для меня, как будто бы. Прямо мне интересно, какая разница будет. Я уже отвык от того. Я на этом последние километров 500, наверное, больше, наверное, уже езжу только на этом, на Кребеле, на Розе. Но тот у меня стоит на ходу. Единственное, что задних тормозов почти нету. Ну, можно на передних покататься. Надо на тему заказать этот набор для прокачки вместе с жидкостью гидравлической системы тормозов. Сейчас его брошу в корзину на тему. Стоит там евро 10. И тогда вообще будет в идеальном у меня состоянии мой Hardtail. Я его как-то таскал вот в сарае, туда-сюда переставлял, такой взял в руки, такой нифига себе, монстр, просто крокодил, бегемот, тяжеленный, этот просто мизинцем, а тут такой, как я на нем вообще ездил, удивительно, огромная разница, но по скорости я не вижу, я летом на этом еще, или когда летом, осенью, когда он пришел, 25 километров в час ездил со средней скоростью полтинник, а сейчас эта скорость упала просто до 21-20. То есть после маунтбайка, пересев сразу на грэвел, скорость была еще более-менее, а сейчас стала такая же, как и на том. В общем, я заинтригован, как оно будет завтра. Заказал себе телефон новый, этот Xiaomi T14 Pro. Вы спросите, зачем эти подробности? Хвастовство. Не хвастовство ради, друзья, а это типа часть. Я его зачем взял? Для проведения криминга, кримпария, стримов в ТикТоке. И это как бы я здесь в своем видеоблоге еще рассказываю о буднях блогеров, блогерских буднях, за которым я себя считаю, назвал типа себя блогером. И вот как бы в этих своих видео в своем канале я рассказываю по чуть-чуть об этих буднях. Ну и, соответственно, телефон это как расходный материал, как часть оборудования необходимого для блогерства. Господи. Да. Передумал я брать iPhone. Этот Xiaomi 14 Pro. Вообще один в один iPhone. Те же самые навороты. Все то же самое. Я сравнивал. Ну вот один в один, даже стабилизация Xiaomi лучше. Ну цена, блядь, в 2 раза меньше. В 2 раза. Сейчас в Медиамаркте акция, скидка 19% меру, что, ну, НДС по-нашему минус. И он за 630 евро. Пардон. А так он у них стоил 750-749. Прикол в том, что он в Амазоне всегда стоит за 630. Это понятно. Эти скидки их, развод для приезжих. Но тем не менее, по обычным делам он в Медиамаркте 749. Сейчас вот конкретно суббота-воскресенье минус 19%, 630. В общем, я хочу просто купить в Медиамаркте, а не в Амазоне, потому что Медиамаркт тут есть в Ростоке. И можно, если что поломалось, приехать к ним непосредственно, предъявить, попросить, починить, посмотреть, поменять. А если в Амазоне купишь, это начнется вот эти танцы с бубном. Отправлять, связываться, созваниваться, переписываться, ждать. Поэтому всегда лучше в магазине по месту покупать. Вот. Буду проводить стримы в ТикТоке с рисованием. Ну и если технически получится присобачить во время поездок телефон ко мне на лоб куда-то, шутка,
то и буду стримы проводить с велопокатухами в том же ТикТоке. Да, так что подписывайтесь в ТикТоке. Там движуха поинтереснее. Сопли! Когда вы закончитесь, не закончится только летом. Только летом, друзья, еще придется. Ладно, все равно никто не смотрит мои видео. Так или иначе я к этому подведу. Так что я могу хоть что здесь сделать в этих видео, хоть заниматься самым раз последним непотребством. Никто меня не осудит. Да, буду проводить стримы. Заказал телефон. Что я еще заказал? В тему заказал. Я уже говорил, кучу всякой всячины, барахла мелкого, чтобы как-то присобачить этот телефон на рюкзак, на шею. Как-то вот надо его присобачить. Проблема еще та, нетривиальная, я вам скажу. Не так-то просто. С экшн-камерой намного проще. Ну, назаказывал, буду играться, разбираться. Вот такие новости в блогерской сфере. Одел сегодня уже две пары носков. Одни тонкие обычные, одни такие махровые, средние, скажем так. Теплее. Вообще ногу вовсю тепло, кроме пальцев. Блин. Как они не могли эту проблему решить? Они вообще сами пробовали кататься в этих ботинках? Типа зимние ботинки. Вообще спору нет. Сидят отлично. Все везде тепло. Я даже приехал вчера, нога была уже такая местами подпотевшая. Но вот в пальцы, хотя я попробовал, там вроде войлок, ну или какая-то такая утеплитель какой-то везде внутри. Я сейчас про велоботинки рассказываю. Пальцы подмерзают. И это сейчас всего лишь около нуля. Офигенные ботинки, спора нет. Но они все еще не зимние. Так, осенью, там, не знаю, самое то. Но больше уже ничего не буду покупать, ну нафиг, я уже устал выискивать, искать. В этом сезоне еще одну там кофту я заказал, больше ничего велосипедного покупать не буду. Обещаю. Деньги рекой.
Смотрю сейчас на YouTube каналы одесских велосипедистов. Ну, велосипедисты моего возраста, что уже прикольно. В целом они гадают на маунтинбайках по холмам и горам. Ну, оказывается, в округе, в окрестностях Одессы их хватает. В общем, я себе такой фантазирую. Было бы четко квартирку в Одессе, велосипедик. Я, правда, не уверен, что это моя тема. Не, маунтбайк это прикольно, моя тема. Прямо вот какой-то двухподвес купить. Да, и вот гонять с ними. Не то чтобы я их смотрю, я вообще в целом сейчас ничего не смотрю. Ни фильмов, ни книги не читаю. Если читаю книги, то на немецком, чтобы был какой-то толк. Фильмы вообще не смотрю, потому что уже как что бы ни смотрел, я потом всегда послевкусие, зачем я потратил время. Вот реально. Это не несет никакой смысловой нагрузки, только эмоциональную. Зачем? В общем, я сейчас стараюсь не смотреть ничего, и не читать, не слушать, что не несет какой-то либо пользы. Обучающей пользы. В общем, я к тому, что я их не смотрю, прямо смотрю, вот каждую серию жду и от начала до конца. Просто посмотрел, что такие есть, помечтал, пофантазировал, что было бы прикольно приезжать в Одессу и гонять с ними на велике, а не бухать со своими старыми корешами, потому что это мне уже действует потихоньку на нервы, как будто я такой алкаш прямо. И, разумеется, при встрече со мной что еще делать, кроме как бухать остается? Поговорить не о чем, делать нечего. Все, что нас объединяет, это бухач. У меня это, честно говоря, действует на нервы. Хотелось бы приезжать, гонять на велике по окрестностям Одессы. Красота. Прыгаю с темы на тему опять. Я к тому и не закончу тему, что не смотрю, просто видел, просто добавил в избранное, подписался. И на случай, если буду в Одессе, если все срастется с велосипедом и со всем остальным, то буду с ними гонять. А не смотрю прямо, потому что не смотрю, потому что, ну, какую-то нанесет нагрузку, кроме развлекательной. Я если смотрю каких-то блогеров, какие-то каналы, то только с одной целью посмотреть, как они снимают, что они делают такого, чего не делаю я. Опять же, с обучающей целью, чтобы что-то у них, чему-то у них научиться. А если велосипед — это развлечение, по сути. Так что там особо рассматривать нечего, поэтому я пролистал, быстренько промотал. Прикольно, драйвово. Себе галочку в уме поставил, что в Одессе, если буду велотуситься, то с ними. Это вообще больная тема для меня, вот это вот с кем-то велотусить. Потому что в деревне живу, и вообще вот даже в Ростоке, в ближайшем городе более-менее крупном, пытался найти каких-то единомышленников, сообщников русскоязычных. Голяк, просто голяк. В Гамбурге, да, есть тусовка, но, блять, они далеко. Я если смотрю, то что там YouTube каналы какие-то, там, если что-то, можно у них научиться. Типа рисование, татуирование. Ну, те же велосипеды, если интересует конкретно какая-то тема, я гуглю в поиске, то есть в YouTube ищу, как там настроить скоростя, тормоза, какие миллион вопросов по одежде, по оборудованию. Конкретно, если что-то конкретно интересует. А так, типа, покатушек вроде моих, я на перемотке только смотрю, если просто чтобы посмотреть, как они монтируют, что говорят, сколько у них просмотров, сколько лайков. Все, ученик я плохой, как вы видите по моим лайкам. Так что можно и этого не делать.
покажу вам свою новую шикарную куртку. Вот так она выглядит. Тоже не ахти какой зимний вариант, конечно. Скорее осенний. Ну, сейчас не холодно. Ну, слегка прохладно, я бы сказал. Вот с такими четкими звездами и соплями на плече. Сопли со звездами, звезды с соплями. Вот таким рисунком, а? Зацените. Вот так это теперь прикид вместе с шуями. Новый прикид выглядит. Зарекался не покупать черных вещей. И в результате опять накупил все черное. Как так получается? Какой-то чернокнижник. Я маска, блядь, вот болтается все. Короче, маска маски рознь. Та серая вообще отлично сидит, а это вон болтается. Хуйня, одним словом. А куртка прикольная. Куртка прикольная. Ну что это такое? Или я ее одел неправильно? Не пойму. Все, друзья, еду домой. То у нас чаепитие сейчас намечено с кофепитием. Это вот мой верный друг Роза Backroad FF, к которому я все еще не могу никак привыкнуть. Завтра сяду на свой старенький Hardtail. Прямо мне очень интересно сравнить разницу. На нем не ездил уже месяца 3-4. Прямо интересно. Все. За сим буду прощаться. До завтра. Да.
Вы серьезно поверили, что я не могу ездить без рук? Ха. Могу на всем без рук ездить. Вообще могу без велосипеда и без рук ездить. Опа! Хе-хе-хе. Вот я вам скажу, что то, что нету просмотров, это с одной стороны прикольно. Я могу здесь кривляться, поясничать, просто расслабиться, не думать там, кто там. Посмотри сейчас. Вот это кул! Посмотрите, блядь! Какой долбоеб стал! Ой, блядь! Такой долбоеб и остался, как и был, блядь. Вот это все. А можно за это не переживать. Хочешь, кривляйся, хочешь. Что хочешь, то и делай. Твой канал, твоя жизнь, твоя велопокатуха, твой велосипед. Красота. Сейчас еще этого вот кофе с чаем напьюсь, просто вот обопьюсь. Вот это веселье. Юпи! Блин, где бы найти компанию для велопокатух? Что-то мне эти кофе с чаями поднадоели уже. Я бы с удовольствием лучше бы катался с кем-то где-то сейчас на великах. Ху-ху!